Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. И сегодня рубрика у нас «Вопрос-ответ». И я, как всегда, отвечу на самые интересные и актуальные вопросы от зрителей. Первый вопрос про плодовые культуры. Сколько яблонь и груш нужно посадить на своем участке, чтобы обеспечить семью плодами? И какие сорта выбрать? Если брать среднестатистическую семью из 4 человек, то на участке необходимо иметь всего лишь несколько яблонь, причем разных сортов, разного срока созревания. Обычно хватает 3-4 яблонь на семенном подвое, ведь эти деревья достаточно высокорослые, габаритные и дают большой урожай. Если вы высаживаете на участке яблони, допустим, какие-то на клоновом подвое, карликовые, полукарликовые, естественно, эти деревья не такие большие, и урожайность у них будет меньше, чем на яблонях на семенном подвое, поэтому их можно посадить и побольше, 5-6 штук. Что касается груш, достаточно посадить 3 штуки на участке. Значит, какие сорта выбрать? Одна яблоня и одна груша должны быть раннего срока созревания, например, чтобы покушать плоды в летний период. Из яблонь вот ранние сорта, такие достойные сорта, всем известные, это, конечно же, белый налив, и еще мне нравится ранний сорт один, это сорт Елена. Яблочки небольшие, с красненьким таким румянцем в полосочку, очень-очень сладкие и ароматные. В начале августа уже созревают. И еще сорт, вот кто любит сладкие яблоки, сорт медовые, крупные, такие зелено-желтые яблоки, наливные, сладкие, вот как мед. Тоже достаточно ранний, хороший, вкусный сорт. Из осенних сортов, конечно же, чтобы вот осенью покушать и сделать какие-то соки, может быть, кто-то сушит яблоки, компоты закатывает, так покушать вкусно. В обязательном порядке посадите штрифель. Вот как по мне, один из самых вкусных сортов. Осенью покушать самое то, и варенье можно приготовить, и на другие цели пустить. И, конечно же, Антоновку. Это тоже яблоня осеннего срока созревания. Антоновки могут храниться, но не очень хорошо не хранятся. Все-таки их лучше на переработку пускать. Почему именно Антоновка? Во-первых, Антоновка – это сорт старинный, он морозостойкий, зимостойкий, достаточно устойчив к различным заболеваниям и дает большой урожай. К тому же плоды очень ароматные. И вот из Антоновки получается просто, лучшее, наверное, и вино, и соки, и варенье получается из Антоновки, очень хорошее, ароматное. Поэтому, опять же, вот этот сорт я бы рекомендовал у себя в саду посадить. Что касается поздних сортов, значит, поздние сорта яблонь, вот их плоды предназначены для хранения, для употребления в свежем виде. Вот таких яблонь желательно посадить 2-3 штуки на участке. Конечно же, если у вас есть какое-то хранилище специальное, либо погреб, может быть, какая-то есть кладовая в доме, которая не промерзает, чтобы хранить плоды. Если, конечно, у вас нет хранилища подходящего, тогда поздние лучше не высаживать, потому что в квартире, в домашних условиях поздние сорта яблок, они храниться хорошо не будут. Будут усыхать, и вкусовые качества потеряются. Значит, какие поздние сорта вот мне больше всего нравятся? Первое место я всегда отдаю, это сорт Имант яблони. Хорошие такие темно-красные яблоки, отлично хранятся, с кислинкой. Очень хороший сорт еще вербное хранится. Вот почему вербное назвали? Вербное воскресенье до самой весны, до мая месяца может храниться. Значит, что еще? Белорусское сладкое. Это яблоко тоже может достаточно долго храниться. Практически, наверное, до апреля месяца. И по вкусовым качествам просто отличное, сладкое, без кислинки. Такая желто-кремовая мякоть ароматная. Поэтому вот эти сорта я бы, конечно, в саду высадил. Какие же груши? Конечно же, одна груша для хранения, например, белорусская поздняя или завея, значит, и 2 груши такие, значит, летнего срока созревания. Это просто Мария, по моему мнению, одна из самых вкусных груш просто Мария, и Талгарская красавица. Вот эти сорта, они продаются практически в каждом питомнике, доступные саженцы, и можно с легкостью их найти. Следующий вопрос. Почему вишня цветет, но нет урожая? Значит, могут быть различные проблемы.
Самая основная проблема – это недостаток опыления. Попросту вы купили какой-то сорт, посадили, но вам продавец мог не сообщить, что вот этому саженцу, этому сорту требуется еще дополнительный сорт-опылитель. И в итоге вишня пышно цветет, а завязи никакой нет. Поэтому всегда уточняйте у продавца в питомниках, когда вишню покупаете, нужен ли сорт-опылитель, либо сами изучайте информацию в интернете. Вторая причина – очень часто, почему нет завязи, либо она завязывается и осыпается, это недостаток кальция в почве. Вишня, как и другие косточковые культуры, крайне требовательна к этому микроэлементу. И когда вот ощущается недостаток кальция, плоды могут завязаться, либо вообще не завязаться, и все это осыпется. И будет по несколько всего лишь ягодок вот, на дереве. Поэтому нужно делать кальциевые подкормки. Значит, чем можно подкормить? В осенний период можно внести, значит, по периметру крону доломитовую муку. Если осенью это не сделали, весной можете подкормить кальциевой селитрой, либо сделать подкормку ацетат кальция. Я уже рассказывал, золу, когда нужно погасить уксусом, размешать, все это с водой разбавить, полить. Ну, кому интересно, есть ролик вот про ацетат кальция у меня на канале, как делать такую подкормку кальциевую. Следующий вопрос про биопрепараты. Значит, самостоятельно наращиваю баверию. Вот у меня как раз баверия тутагра и метаризиум. Значит, но, тем не менее, не получается вырастить. Во всех банках вырастает триходерма. Что я не так делаю? Значит, у меня такая же ситуация была. Недавно я начал наращивать баверию метаризиум, и заселилась в них триходерма, и не получилось. Значит, в чем причина? Дело в том, что наверняка вы, как и я, выращиваете дома триходерму. Вот, поставил триходерму, и где-то в баночке она стояла, споры по всему дому разлетелись, и теперь эти споры благополучно попадают в раствор с баверией, с метаризиумом, и триходерма более активна, естественно, она нарастает быстрее. Вот поэтому сейчас я выжидаю просто время, чтобы как-то эти споры, ну не знаю, может быть, они улетучатся и исчезнут. Буду более как-то, может, укрывать плотно банки марли, чтобы эти споры не попали. Вот. Лучше все-таки, у кого есть возможность, выращивать вот эти биопрепараты, баверию, метаризиум, триходерму, все в отдельных помещениях. Триходерму вообще где-то вот в таком помещении отдельном абсолютно, чтобы ничего этого не разлеталось. У меня, к сожалению, помещений в доме не так уж много, поэтому вот эти споры и появились. Вот. Поэтому соблюдайте такие правила. Отдельно выращивайте, и все. Будет все хорошо. Следующий вопросик. Смотрим. Так. Осенью купили участок. Собираемся сделать огород. Какие базовые удобрения нужно внести, чтобы получить урожай? Значит, если вы купили участок заброшенный, там все было поросшо бурьяном, либо просто задернение было, и вы осенью запахали участок, либо весной планируете там культивировать, пахать, значит, окультуривать почву, в первый год вот раскорчевки этого участка никаких удобрений можете не вносить. Дело в том, что участок находился долгие годы, значит, в заброшенном состоянии, росли многолетние травы, сорняки, и там восстановилось естественное плодородие почвы. И вот когда в первый год участок распахивают, все там будет расти без каких-либо дополнительных удобрений. Можете картошку посадить, там кабачки, лук, томаты, все будет бушевать, расти, и ничего подкармливать не придется. Но, может быть, какие-то минимальные подкормки по мере необходимости, но удобрений можете не вносить. Если вы купили участок уже с ухоженной, облагороженной почвой и не знаете, какие удобрения хозяева прошлое вносили, какое там плодородие почвы и так далее, делайте тогда базовую заправку почвы. Самый простой вариант. Значит, на метр квадратный одно ведро перепревшего навоза либо компоста. Если навоза и компоста нет, можете в магазине биогумус купить в пакетах рассыпной, либо торф раскисленный, обогащенный макро-микроэлементами, опять же, ведро на метр квадратный, и 50-60 грамм комплексного минерального удобрения, где есть основные элементы питания: азот, фосфор и калий. Все это внесли под перекопку и
посадили огород. Вот этого базового питания порой достаточно на весь сезон, и можно обходиться без дополнительных подкормок ваших овощных культур. А если у вас есть какие-то еще интересные вопросы по садово-огородной тематике, обязательно напишите их в комментариях, и я на них отвечу. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!